Всем привет! Добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной и приятного вам просмотра. В прошлом видео я начала раскрашивать удивительных животных. Я делала акварельную подложку и сказала, что в следующем влоге мы с вами уже начнем раскрашивать карандашами, так что обязательно сегодня этим займемся. Ну, а поскольку время у меня во влоге оставалось, я начала на камеру «Заколдованный лес». Я раскрасила, вот эту у меня иллюстрацию любимый выбрал. Я на камеру вот это начала раскрашивать, и когда я уже загружала влог, я подумала, что ну раз я достала акварель, то, наверное, вот эти листочки и вот это, грибы, тоже будет неплохо сделать подложку, потому что со всем остальным я не определилась. К слову, видео-то я снимаю в один день, то есть, как я и рассказывала, что типа позавтракаю и буду снимать следующее видео. Вот, поэтому здесь вот такая подложка. Ну, я прям совсем-совсем немножко акварели, не лила воды. Я вообще не знаю, как здесь поведет себя акварель, потому что я так посмотрела, и, в принципе, здесь я ничего акварелью-то и не раскрашивала. И вообще здесь у меня получится тогда за месяц 3 иллюстрации, потому что одну я уже во влоге показывала, делала акварельную подложку. С обратной стороны я тоже на всякий случай сделала, но не собиралась ее в этом месяце раскрашивать, но раскрасилась она на одном дыхании. Ну, так что вот здесь вот у меня получается 3 иллюстрации. Будет в этом месяце. Ну ладно, давайте тогда приступим. Сейчас я Ханну Карлсон пока уберу. Вот действительно последние несколько месяцев мне как-то хочется продвигать раскраски Ханны, все больше в них раскрашивать, но не в смысле, что там закончить, потому что на самом деле это, наверное, мой любимый иллюстратор. Поэтому я не спешу заканчивать, но просто хочется больше проводить время именно с этими раскрасками. Ну а сейчас вернемся к удивительным животным. Это тоже моя любимая раскраска. Вот с обратной стороны, ну разве что чуть-чуть просвечивает, но никак не протекает акварель. Но это детская луч. Ну да, бумага здесь не самая лучшая. И, к сожалению, если луч вообще, как правило, не протекает нигде, то здесь вот существует такая проблема. Так как тут акварельная подложка, я как раз подумала, что можно, наверное, пораскрашивать какими-то карандашами не самыми удачными. Потому что на акварель, как правило, все ложится. Вот там вот у меня лежат всякие карандаши по 12, по 24 цвета, по 6 цветов. И я достала карандаши с AliExpress Joy Wish, потому что как-то они мне очень настойчиво в предложенном попадались, и я решила купить. Отзывы, ну вообще, по-моему, там были нормальные на них отзывы. Я повелась на это, плюс на описание. Ну хотя, учитывая, сколько раз я клала их в корзину и потом удаляла, говорила о том, что, наверное, не следует их покупать, а те, кто писал отзывы, знаете, с одной стороны, мы все разные, кому-то нравятся более мягкие карандаши, кому-то более жесткие. У нас у всех вкусы разные, это нормально абсолютно, но надо понимать, что как мягкие, так и более жесткие карандаши есть хорошие, а есть плохие. Так вот это вот самый отвратный представитель. То есть здесь не может быть объективно ничего хорошего. Вот. И я уж не знаю, какие были у людей до этого карандашики, что они сказали, типа, вот эти хорошие. Я не знаю, честно. Тем более, что, как я впоследствии поняла, мне прислали
не то, что было на обложке. Ну, как бы на фотке. Превьюшка там отличалась. То есть, возможно, это какие-то, может быть, знаменитые карандаши, я не знаю, а присылают подделку. Я не в курсе. Но это тоже вряд ли, потому что я бы тогда все-таки про какие-то оригинальные карандаши я бы знала. В общем, такие тут расцветки. Ну, явно мне сейчас пригодится. Я думаю, что вот эти я возьму. Они очень жесткие. Более того, как правило, рубашка карандаша и грифель, они не соответствуют. Причем очень сильно не соответствуют. Странная подборка. Здесь обилие розовых, красных. И просто беда с синим цветом. Ну хорошо, допустим. Сейчас попробую. Ну, если у меня терпения, конечно же, хватит раскрасить ими, потому что они настолько никудышные, что даже вот сейчас я абсолютно не получаю удовольствия, раскрашивая, казалось бы, по акварели. То есть, как бы в теории все должно быть нормально. Не, по факту, вот я уже сейчас думаю, что место им исключительно в мусорном ведре. Ну, или просто в коллекции. Но вот если вы также, вам это попадалась пакость, и вы думаете, купить или нет, категорически не советую. Ну, потому что это такое нечто. Это просто что-то с чем-то. Ну, я боюсь, что мне особо-то и, наверное, не хватит здесь оттенков. И это при том, что я могу и 6 карандашей использовать, и мне их хватит, а уж 12. Ну вот просто если пытаться раскрасить только этими карандашами, расцветку я подбираю, вот, знаете, так. Я даже не заморачиваюсь, какой она должна быть. Вот как хочется, так и делаю. Но я боюсь, что мне все-таки не очень-то хватит цветов. Потому что видите, да, сколько розовых. В общем, они нехорошие. Я пару иллюстраций ими раскрасила. Ну, понятное дело, что мне, как и другим, кто снимает видео про раскраски, есть с чем сравнивать, но при этом меня нельзя назвать сильно избалованной, потому что вы знаете, что я с огромным удовольствием крашу как карандашами недешевыми, да, которые могут стоить там и 200 с лишним рублей за штуку, так и набором, который будет как раз-таки 200 стоить, например. Да? Потому что действительно абсолютно не зависит это от цены. Есть масса бюджетных, достойных карандашей, и яркий пример — это карандаши Fix Price премиум 36 цветов. Хотя бывает, кто-то их там забраковывает, но это опять же нормально, если кому-то, может быть, слишком мягкие, может еще какие-то. У всех же разный уровень притязания, но вообще карандаши достойные. И я вот с удовольствием раскрашиваю. Я уже не раз говорила, что
и из Ашана, они более жесткие, то есть это кому-то может нравиться, кому-то нет. Я предпочитаю мягкие карандаши, но те, они именно не то, что жесткие, так что они пигмент не отдают или рука устает, вот, но они просто чуть-чуть жестче. Также я с огромным удовольствием раскрашиваю и дервентами, и да, много чем, и Брауберг, и Брутфунер, и там Лира, что у меня, да, господи, их перечислять и перечислять, что у меня есть. Хотя, конечно же, бывают у кого и больше карандашей. Ну, в общем, да, есть с чем сравнить, и я могу сказать, что это тот редкий случай, когда, ну прям из ряда вон выходящий. У меня из таких же попавших в немилость карандаши Faber-Castell Замок, эти детские. Но если их сравнивать, то, конечно, Faber-Castell получше будет, понятное дело, чем эти. Но, в принципе, я не в восторге. Я, конечно же, да, там не выпендриваюсь, но просто действительно, по моим ощущениям, я уже тут просто балуюсь. По-всякому. Ну, в принципе, если периодически я их буду где-то вот так задействовать, тоже неплохо. Хотя мне кажется, что эта раскраска, вот конкретно это, достойна все-таки использования хороших карандашей. Ну, хоть блеск дает. И то неплохо. Здесь какой-то не очень переход. Надо будет сгладить. Вообще мне нравится здесь вот действительно такие получаются яркие иллюстрации, когда и предполагается же, что полностью всю страничку заполняешь. Так классно получается, ярко. Таких бы раскрасочек побольше. Собственно, я тоже как бы могу и 2, и 3 в месяц раскрасить, но в целом я не хочу, чтобы она заканчивалась. Хочу, чтобы она у меня была подольше. Я вот, знаете, сегодня вечером, ой, господи, сегодня утром и вчера вечером рассматривала всякие раскраски, и, кстати, до этого еще, ну, думала, что все-таки вот, ну, есть желание чего-нибудь еще себе купить, пусть у меня там уже 300 или сколько штук, но это как бы по сравнению с теми, кто именно коллекционирует, это немного, конечно же, да. Но я говорила, что мне хватает, и мне в целом всего хватает, но я что-то стала думать, ну вот, может быть, купить, потому что у меня, например, на Book24 там есть баллы, которые в теории это надо потратить, конечно же.
Вот. Но, не знаю, смотрела, ну, Ханну Карлсон, там есть же вот эти старые издания, они мне больше как бы нравятся, но сейчас я все-таки не спешу это покупать, потому что, ну, я не знаю, смысл. У меня и так пока много чего есть раскрашивать, что-то я как-то сомневаюсь, нужно ли оно мне сейчас, при всем при том, что это мой любимый иллюстратор. Я просто еще боюсь, что тогда у меня другие вообще раскраски могут встать. Это нехорошо. Вот. Но, в общем, в итоге, сколько я смотрела, я в итоге задумалась, то ли мне купить новогоднюю эту цветовой квест, который новогодний, но с другой стороны я уже поохладела к фломастерам, к маркерам. Мне как-то это не совсем интересно, а новогоднее, тем более, что мне больше нравится что-то сюжетное. И я вот еще выбираю между вот этими «Миллион кавайных созданий» Лулумая и «Миллион милых животных», что-то такое. Пока не знаю, может быть, я посмотрю обзоры и что-то куплю из них, потому что, ну вот, например, на канале Ника Coloring Book или как-то так, потому что там по названию есть такие схожие каналы. Вот, в общем, у Вероники была такая идея, она мне понравилась. Ну, по крайней мере, я вот смотрела «Раскрашенная за месяц», и там Вероника показывала как раз, по-моему, «Миллион как милых животных», что-то. Вот. И сказала, что старается там раскрашивать пастельными цветами. Вот. Ну, то есть я как поняла, это там несколько иллюстраций раскрашено, то есть вот. В общем, у нее такая вот идейка. Там было, кстати, раскрашенное за несколько месяцев, все дела. Ну вот. Я подумала, что вообще-то это даже неплохая идея, как раз-таки куда применить пастельные карандаши. У меня, правда, набор Берлинга пастельных карандашей 12 штук, но в Брутфунерах 120 штук, там же тоже есть пастельные оттенки, и вот их можно было бы туда и применять. В общем, идея мне у Вероники понравилась. Ну, если я решусь это осуществить, конечно же, я тогда и ссылочку на канал Вероники оставлю, потому что, несмотря на то, что у нас сейчас стала такая нехорошая манера брать идеи и не сообщать, у кого взял, это плохо. Причем многие люди пытаются это оправдывать тем, что «а вам что, идей жалко?» Да нет, вообще ни разу. Если бы кому-то из нас было что-то жалко, мы бы, наверное, это не показывали на камеру. Наоборот, это прикольно, когда там идеи какие-то нравятся, да, и люди их берут. Но просто мне всегда удивляет, почему люди не называют, как бы, у кого они взяли. Это как бы считается прямо сейчас как-то очень. И многие говорят: а я не обязана. Ну, что значит не обязана? Что значит не обязана? Обязана, если ты нормальный человек. Вот, поэтому я, конечно же, если возьму эту идею, то, конечно, на канал Вероники, но вы ее, думаю, все знаете, я обязательно оставлю. Вот. Так вот, и потом многие, кто приходит на YouTube, тоже берут эту манеру, понимаете? И причем иногда бывает так, добавить что-то новое, и уж тем более не обязаны типа сообщать. Но на самом деле всегда можно сказать: я взяла на том-то канале, но немножко доработала. Ну, опять же, это просто не красит людей, но у нас такая тенденция. Я ее поддерживать не собираюсь, эту тенденцию. Хотя, в принципе, если те люди, которые брали мои идеи, меня не называли, если я захочу взять у вас идею, вот пеняйте на себя, я ее возьму
и не скажу у кого. Я отвечу вам той же монетой. А вот на других людей, да, я буду ссылочки давать по-честному. Но если так по справедливости, у меня настолько своих много идей, что мне не обязательно у кого-то их брать, тем более, что, как правило, тот, кто идеи ворует, но он уже сам по себе не оригинальный, брать-то у него и нечего, понимаете? То есть даже если мне скорее что-то понравится, я перекопаю весь интернет, я найду, у кого эта идея слизана, и назову именно того человека, первоисточника. Вот. Причем, как правило, эти люди не из нашей раскрашивательной тусовки, потому что, как вы знаете, да, раскрашивают очень много, ну, раскрашивательных блогеров очень много. Но, ну вот мы как-то между собой, да, кто крутимся, мы друг друга знаем. А потом, когда начинаешь там еще кого-то искать, да, смотришь, что, оказывается, есть еще масса блогеров, и у них какая-то своя тусовка. Вот. И поэтому, ну, как правило, у них и воруют. Причем я так смотрю, те, с кем, ну, мы, как правило, не раскрашиваем вместе, не особенно как-то, ну, у кого другой круг общения, у них там такой гниль-то нет, кстати. Поэтому... Но я стараюсь теперь, если мне что-то будет нравиться, я найду именно первоисточник. Потому что я считаю, надо поступать по справедливости. Ну вот карандаши не очень, надо сказать, хорошо отдают пигмент. С хвостом я разберусь потом, потому что у меня есть идея, что все-таки хвостик я сделаю, наверное, масляной пастелью. Хотя раньше я, конечно, очень переживала, когда какую-то идею брали, не называли, но вы знаете, сейчас, ну вот я эту тему так случайно затронула, потому что это самое, именно коснулись раскрасок и идеи, которую я хочу позаимствовать, скорее всего, но это не точно. Вот. А вообще сейчас я настолько далека от раскрашивательного мира, ну как сказать, я сама как снимала, так и снимаю, как раскрашивала, так и раскрашиваю, но видео именно тех людей, которых я раньше смотрела, я практически не смотрю. То есть особенно те, кто попался вот на нехорошем поведении, я вообще не смотрю. У меня есть там несколько человек, кому я хорошо отношусь, кто мне в принципе интересен, вот тех я с удовольствием смотрю. Правда, не всегда комментирую, так, периодически стараюсь. Ну, потому что я смотрю между делом, между какими-то другими своими занятиями, и, в общем, не всегда находится время комментировать. Но стараюсь лайк сразу поставить, там, еще что-то. Сейчас я уже стала вообще спокойна. Я даже с кем я общаюсь, я всегда говорю, в случае чего, даже мне не докладывайте, что кто-то чего-то позаимствовал. В общем, вот. Не хочу, ну, я хочу вращаться в нормальном, скажем, обществе, где нету всяких там воров и так далее. Поэтому, да, я это исключила для себя. Ну вот, по акварели действительно чуть-чуть легче, но раскрашивать, но все-таки не очень приятно. То есть вот если бы я начала без акварельной подложки здесь раскрашивать, я не знаю, у меня бы уже сдали нервы и все.
я бы не стала бы. А вот это я, может быть, просто даже без камеры потом раскрашу. Ну или в следующем месяце на камеру посмотрим, как будет обстоять дело. Мне, конечно, у этих карандашей очень коробочка нравится. Она такая, она, по-моему, даже не черная вот здесь, а темно-зеленая такая, насыщенная. Ну, ближе, конечно, к черному. И мне очень нравится. И то, что в ней так 24 цвета по 12 уложено, прикольно, конечно. Ну вот, да, качество немножко, да не немножко, а сильно подкачало, к сожалению. Вот сюда бы, наверное, я даже вижу, какой оттенок. У меня таких карандашей полно, но я решила, буду вот этими раскрашивать. Хотя, с другой стороны, почему этими? Может быть, можно и для мелочей взять нормальные карандаши. Вот. Ну, а это видео я уже буду, пожалуй, потихоньку завершать. Если видео вам понравилось, то ставьте лайк. Ну, тех, кого, конечно же, я задела, можете поставить дизлайк. Я, кстати, дизлайки не вижу. Вот. Подписывайтесь на канал, заходите в Инстаграм 3 семерки, рыжая 3 восьмерки. Вот. А я благодарю вас за просмотр. Желаю вам здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, побольше хороших идей. И учитывая, что у нас еще осень, такое уютное время, ну вот, собственно, чтобы у вас были уютные вечера. Всем пока-пока!